Глава 191. Бросая вызов. «Выходи, мелкий». Чутянь бродил по залу славы, однако он оказался слишком большим. Как он найдет Лисенко? Предупреждаю, отдай баллы сейчас же. Будем считать их платой за мою заботу о тебе. Я тебя отшлепаю, если ты посмеешь убежать. Как он ни старался, он не мог найти Лисенко. Как это могло случиться? Когда Лисенок проглотил божественную кость, он чуть не умер, однако это быстро прошло. Как это могло случиться? Вдруг Чутянь кое-что понял, зверек был очень хитрым. Он уже понял, что его хозяин его шантажирует, поэтому притворился слабым. Как только они вошли в зал славы, он ускользнул, а Чутянь даже не обратил на это внимания. Проклятие. Это раздражает до чертиков. Сердито стиснул зубы Чутянь. Думаешь, я не смогу тебя найти? Загорелся фонарь разума, и его духовное чутье вырвалось на волю. Чутянь быстро осмотрел зал славы, сканируя его божественным чутьем. Лисенок не мог прятаться, поэтому просто сдался, чтобы хозяин не вытащил его силой. Из-за угла выскочил белый, как хлопок, зверек. Чутянь указал пальцем: «Отдай». Лисенок снял ожерелье и жалобно протянул его Чутяню. «Так гораздо лучше». Чутянь посмотрел на нефритовый жетон и рассвирепел. «Что это? Где твои баллы?» На нефритовом жетоне красовался большой 0. Когда этот ублюдок успел потратить свои баллы, Лисенок лукаво сверкнул глазами. Он с невинным видом смотрел в потолок. «Хватит прикидываться». Чутянь поднял его хвост, а потом ударил по заднице. «В пчелином улье ты сказал, что отдашь половину баллов. Лживый паршивец. Чего ты медлишь? Просто выплюни это и дай мне посмотреть». Хотя Лисенок был у него в руках, он смотрел на хозяина, и его глаза несколько раз вспыхнули, словно он втайне смеялся над хозяином. Он словно говорил: «Как будто ты знаешь меня лишь день. Разве ты не знаешь, что иногда люди не выполняют обещания?» Что за бред? Как Лисенок мог понять, сколько баллов он заработал? Это был лишь кусок духовного меда, его было недостаточно даже для того, чтобы перекусить. Как думаешь, кто твой хозяин? Разве ты не знаешь, что я добрый и праведный человек, который не причинит боли маленькому зверю? Чутянь потрепал Лисенко по голове и улыбнулся. «Ты не такой воспитанный и не понимаешь длинных слов, так как ты узнаешь, не подделки ли ты нашел. У меня полно знаний, и я помогу тебе изучить твои вещи. Так что вытаскивай их, а я посмотрю. Что ты выбрал?» Он улыбался, но в лице виднелась злоба. Он явно питал злые намерения, Лисенок отвернулся. «У тебя не такие уж и хорошие актерские способности», он не обращал внимания ни на угрозы, ни на принуждение. Он не отдаст свои вещи, даже если его изобьют до смерти. Ладно, лживый лис. Обычно Чутянь обманывал других. Прежде с ним такого не случалось, не говоря уж о звереныше. Ты сказал, что отдашь половину, но оставил ее себе. Выплевывай духовный мед. Нет, Лисенок стоял на своем до конца. Его не били всего 3 дня, а он уже стал таким высокомерным. Чутянь должен был преподать ему урок, Лисенок собрал немало баллов. Он не дотягивал до уровня Чутяня, однако был недалеко. Этого было более чем достаточно, чтобы купить 7-8 священных лекарств, а прожорливый Лисенок явно бы съел их, однако материалов было много, поэтому Чутянь не был в этом уверен. Лисенок мог выбрать редкое сокровище вроде серебряной иглы, а потом хранить его в желудке и доставать по мере надобности. Лисенок хотел, чтобы Чутянь сдался. А у Чутяня не было другого выбора. Он ведь не может порвать живот Лисенка, верно? Поэтому ему нужно было просто преподать урок. Поскольку Лисенок помог ему забрать божественную кость, он может закрыть на это глаза. «У меня нет времени разбираться с тобой. Я вернусь к этому, как только мы вернемся». Чутянь посадил Лисенко на плечо и направился к выходу из пространства испытания. Мир содрогнулся, и мощная сила, проникнув в его тело, выбросила его из центральной государственной башни. Когда Чутянь опомнился, он уже стоял возле центральной государственной башни. Небо было ясным и солнечно ярким. Чутянь пробыл в центральной государственной башне 3 дня и 3 ночи, в 2 раза дольше, чем другие. Лисенок тихо хихикнул. Хозяин действительно пожалел его. Хотя его выпороли, получил он немало. Это был действительно большой урожай. Стоя на плече Чутяня, Лисенок озирался. Великие семьи были еще здесь, удалилась лишь семья Чу. Все зрители были ошарашены. На центральной государственной башне в небе засияли цифры 1352. Он набрал больше 1000 баллов. Это в принципе было невозможно. Рекорд центральной государственной башни побили уже трижды. От 300 до 400, потом до 1000.
Последний рекорд считался чудом, результат оказался беспрецедентным. Как они могли не удивиться, как они могли не поразиться, Чутянь победил Е Тянлана, Ло Сянлуна и даже Чу Синхэ. А потом шокировал их, набрав больше 1000 баллов, его результатов не достигли многие гении. «Ура, ура, ура!» — радостно кинулась к нему Мэн Ин. «Чутянь, ты такой великий. Я действительно преклоняюсь перед тобой. Как ты это сделал?» Мэн Цин последовала за сестрой. Хотя она волновалась не так сильно, как младшая сестра, ее прекрасное нефритовое лицо полностью покраснело. Даже ее темперамент не мог подавить дикую радость, которая ее переполняла. Рекорд Чутяня явно станет легендой центрального государства. Лисенок закатил глаза и вытащил из пасти древнее бронзовое зеркало. Выкрикнув дважды, он позвал Мэн Ин. «Какое прекрасное зеркало!» Приятно удивилась Мэн Ин. «Ты умеешь заботиться. Ты даже принес мне подарок. Должно быть, это духовное оружие высшего класса. Оно слишком ценное». Лисенок щедро махнул лапкой. «Просто подарок, просто подарок. Не нужно такой вежливости». Достав из пасти броню из нефритового шелка, он отдал ее Мэн Цину. Мэн Цин улыбнулась. «Это мне? Так красиво. Спасибо». Чутяня переполняла ярость. «Я еще не подарил свои подарки, а ты, чертов лис, рвешься вперед. Ты крадешь у меня внимание, это были вещи высшего класса, стоившие около 100 баллов. Это была лишь малая часть того, что заработал Лисенок. Он просто пытался купить их сердце, Чутяня расстроило, что башня испытания показала его счет, но не показала счет Лисенка. Это из-за того, что он пробрался тайком. В итоге сестры Мэн стали любить Лисенка сильнее, Юнь Тяньхэ, потрясённый случившимся, долго не мог прийти в себя. Мало того, что этот юноша никогда его не беспокоил, всякий раз он шокировал до такой степени, что он даже терял дар речи. На этот раз потрясение было слишком сильным, Чутянь, довольный испытанием, был готов уйти вместе со всеми. Однако их окружили семьи Е и Ло. Увидев это, Юнь Тяньхэ посерьезнел. «Что вы делаете?» Сильнее всего сегодня пострадали не семья Е и семья Ло, а семья Чу. Из-за Чутяня Чу Синхэ рухнул с вершины, что стало для семьи Чу тяжелой потерей. Великолепие Чу Синхэ могло сравниться с великолепием маркиза Божественного Ветра. Неизвестно, сколько человек присоединились к семье Чу лишь из-за Чу Синхэ. Все ждали того когда Чу Синхэ получит звание маркиза. Теперь этого не будет. Сложно сказать, что они чувствовали. Семье Чу нужно было стабилизировать положение семьи и здоровье Чу Синхэ, поэтому финал они не застали. Поэтому они сразу же отбыли. Семьи Е и Ло договорились. Они не могли уйти. Сначала нужно было разобраться с Чутянем. Ло Лянчен холодно произнес: «Мы получили новости, что Чутянь открыл запечатанную сокровищницу Центральной государственной башни. Башня — это самое важное сокровище Центрального государства, так что оно принадлежит всему Центральному государству. Мы хотим, чтобы ты оставил его тут. Мы не простим тебе, если ты посмеешь сбежать с сокровищем». Какая подходящая и возвышенная причина. Юнь Тяньхэ, конечно же, был недоволен. Урожай, полученный в Центральной государственной башне, принадлежит участнику. Участник имеет право делать с ним все, что хочет. Разве вам не стыдно грабить людей? Е Тянлан холодно сказал: «Все в порядке, если речь идет об обычном сокровище. Скрытое сокровище башни связано с процветанием центрального государства, так что мы не позволим ему попасть в руки ребенка. Если он будет стоять на своем, мы просто отнимем его». Правильно. Доставай сокровище. Готовясь сделать ход, 200 лучших в унисон кричали. Волчьи глаза Еуда опасно сверкнули, иначе даже не думай уйти живым. Собственно, в этот миг их заботило не сокровище. У них была лишь одна мысль — расправиться с Чутянем. Юнь Тяньхэ и Чэнь Бин Ю, эксперты истинной души, были в ярости. Две великие семьи охватило пугающее давление, Ло Лян Чэнь и Еуда они отступали. Мы действуем на благо центрального города. Семья Юнь — одна из 4 великих семей. Вы же помогаете этому предателю украсть сокровище. Ради блага центрального города мы будем сражаться до последней капли крови. Правильно. Убить предателя Чутяня. Верни сокровище центрального города. У семьи Е и семьи Ло было количественное преимущество — около 100 культиваторов пробужденной души. Хотя Юнь Тяньхэ и Чэнь Бин Юй были намного сильнее, в такой бойне 2 эксперта истинной души получили бы раны. Раздался низкий голос: «Ради бога, умерьте свой гнев». Во главе своей армии шел верховный генерал центрального государства Сюн Уцзи.
Сюн Уцзи был верховным генералом Центрального государства и командовал армией Центрального государства. Семья Сюн тоже была семьей высшего класса, однако она не могла сравниться с 4 великими семьями. Сюн Уцзи был достаточно силен и не уступал семьям Чу, Ло и Е. Сюн Уцзи, ты верховный генерал центрального города, ты должен думать о преимуществах города. Спокойно произнес Е Уда. Так что ты должен все обдумать и занять правильную сторону. Верховный генерал должен помочь и вернуть сокровища центрального государства, прямо заявил Ло Лян-чен, часть получит семья Сюн. Юнь Тяньхэ был шокирован, Сюн Уцзи обладал могуществом, семьи Е и Ло были слишком уж сильными. Если к ним присоединится генерал, сегодня их ждет беда. Ха. Что смешного, Сюн? Я смеюсь над вами, глупцы. Смеюсь над вашим невежеством. Смеюсь над вашими бреднями. Призы Центральной государственной башни принадлежат участникам, как мы можем их делить? С мрачным лицом спросил Сюн Уцзи. Чутянь — часть моей армии, поэтому прежде чем пойти на него, вы должны спросить согласие верховного генерала. Что? Часть армии. Все были поражены. Верно. Упрямо произнес Сюн Уцзи. Чутянь — генерал-партизан. Так что он часть моей армии. 2 великие семьи чуть не разорвало от гнева. Против них выступила семья Юнь, но это было ожидаемо, а теперь против них посмел выступить даже Сюн Уцзи. Чего ищет семья Сюн? Разве не смерти? Е Тянлан не сдержался. Если Чутянь не умрет, в центральном государстве наступит хаос. Ло Сян Лун выкрикнул: его нельзя оставлять в живых. Е Тянлан сердито крикнул: Чутянь, посмеешь сразиться со мной? Сразиться? Ло Сян Лун закричал: если ты мужчина, то не веди себя как трус. Просто сразись со мной, Ло Сян Луном. Ты осмелишься. Вы пользуетесь культивационным фундаментом, чтобы подавлять других. Сердито выпалила Наньгун Юнь. Сражайтесь на уровне Чутяня. Е Тянлан и Ло Сян Лун не обратили на нее внимания. Ты осмелишься. Ладно, ладно, ладно. Молодой мастер бродячего пса и молодой мастер рыжего кота, вы еще не усвоили урок и хотите меня убить? Выкрикнул Чутянь, шокировав всех зрителей. Тогда не говорите, что я не давал вам шанс. Я не хочу слишком много неприятностей, так что можете выйти вдвоем. Юнь Тяньхэ был шокирован. Чутянь перебил его. Никому нельзя вмешиваться в это сражение. Глава 192. Выбор времени для сражения. Разве молодой мастер Небесного Волка и молодой мастер Драконьего Тигра не сказали, что Чутянь напал на них из-под-тишка? Разве они не хотели немедленно убить Чутяня? Разве они не хотели разобраться с ним? Очень хорошо. Чутянь дал им эту возможность. Он хотел сразиться одновременно с 2 лучшими гениями центрального государства. Его слова вызвали огромный шок. Они были похожи на молнию, которая упала с неба и заставила всех растеряться. Синие одежды юноши выглядели очень скромно, его глаза сверкали, как звезды в ночи, как 2 фонаря, и люди не могли смотреть на него. Он высокомерно выкрикнул: «Вы посмеете сразиться!» У членов 2 великих семей побледнели лица. Если бы Чутянь сказал это раньше, он бы уже погиб, но теперь ситуация изменилась. 3 великие семьи пострадали, так что такое высокомерное отношение потрясло их до глубины души. Хотя они знали, что Чутянь не сможет справиться с Е Тянланом или Ло Сян Луном, им почему-то не хватало уверенности. У этого юноши было много тузов в рукаве, и всякий раз он их удивлял. Они на самом деле немного испугались его. Если с молодым поколением что-то случится, слава 3 великих семей померкнет. А имена 4 молодых мастеров станут величайшей издевкой в центральном городе. 3 великие семьи, когда-то грозные, сами подпилили сук, на котором они сидели. Засмеявшись, Чутянь настойчиво продолжил: молодые мастера центрального государства, вы слишком трусливы, чтобы принять вызов. Мы сразимся. Сердито взревел Е Тянлан. Я разорву тебя на кусочки. Е Тянлан уже принял решение, он ни капли не беспокоился, его переполняли обиды, и он должен был отомстить. 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 Лучшей местью было разорвать Чутяня на куски у всех на глазах. В городе Южного Неба Чутянь так его опозорил, что этот позор стал тенью Е Тянлана. Если он не отомстит, он не сможет расти дальше. Я лично порву этого отброса на куски. Холодно произнес Е Тянлан, увидев, что семья Ло колеблется. Раз семья Ло не смеет сражаться, они могут просто понаблюдать. Кто сказал, что мы не смеем? По характеру Ло Сян Лун был очень жестоким и властным. Он считал, что Чутянь, обладающий жалкими крохами власти, не может с ним сравниться.
Пусть даже Чутянь получил могущественное сокровище. Он даже не достиг царства прославленной души. Разве культиватор ранней ступени царства пробужденной души мог сразиться с культиватором средней ступени пробужденной души? В пространстве испытания Чутянь смог победить 3 молодых мастеров, потому что в его руках был зеркальный массив. Стал бы он вести себя так самоуверенно, если бы не обладал силой зеркального массива? Ло Лянчен, глава семьи Ло, нахмурил брови и тихо спросил: «Ты уверен?» К чему бояться его посредственных сил? Ло Сянлун холодно сверкнул глазами. Сегодня, когда нам у всех на глазах бросают вызов, а соглашается лишь Е Тянлан, как я могу шутить? Раз он хочет бросить мне вызов, я его убью. Маркиз Божественного Ветра не сможет сказать ничего против. Подумав, Ло Лянчен произнес: «Семья Ло сразится». Чутянь махнул рукой, подзывая их. «Хорошо, давайте начнем. Это прилюдный вызов, так что за сражением должны наблюдать горожане», — спокойно возразил Ло Лянчен. Ему нужно было время, чтобы подготовиться. Нужно было изучить Чутяня и убедиться, что они смогут его убить. 3 дня спустя на арене центрального государства начнется сражение не на жизнь, а на смерть. Чутянь пожал плечами, никаких возражений. Е Тянлан на самом деле хотел напасть прямо сейчас, но семья Ло тянула время. Раздраженный Е Тянлан собрался возразить. «Разве наша месть может обойтись без свидетелей?» Добавил Е Уда. «Ничего страшного, мы подождем 3 дня». Семья Е присоединяется к сражению. Обе стороны пришли к соглашению, ожесточенное столкновение подошло к концу. На обратном пути многие с тревогой спрашивали Чутяня: «Ты нашел в башне могущественное древнее сокровище?» «Нет. Ты получил древнее наследие, которое стремительно повысит твои силы?» «Нет. Тогда что ты получил?» «Оно может быстро повысить боевую мощь». «Я и правда кое-что выиграл, но пока не могу этим воспользоваться. Лишь случай покажет, смогу ли я пользоваться этим в будущем. Ты с ума сошел?» Наньгун Юнь была ошарашена. «Ты с таким азартом соревновался, но ни в чем не уверен». «Не знаю». Искренне улыбнулся Чутянь. В сражении 1 на 1 он был уверен в победе, но если они соберутся вместе, его уверенность будет куда меньше. «Мне просто надо попытаться». От гнева все чуть не сошли с ума. Когда же этот ублюдок наконец начнет беспокоиться, как они все время терпели его ничем не обоснованные поступки? «Ты поддался эмоциям», — с серьезным лицом сказал Юнь Тяньхэ. «Семье Ло и семье Е сотни лет, поэтому они будут сражаться изо всех сил и ни за что не проиграют. Они даже не постесняются вытащить секретное оружие, чтобы обеспечить себе безоговорочную победу. На следующие 3 дня это станет главной целью Ло Лянчена, разве Чутянь об этом не знал? Кончатся все проблемы, которая повлечет за собой еще больше проблем. Он должен был защитить себя и родных и как-то подавить эти высокомерные семьи. Семья Е и семья Ло собрались подготовиться. Не может ли Чутянь тоже подготовиться? Штаб-квартира семьи Е. Е Уда попросил в подробностях рассказать, что произошло в башне испытания. Е Тянлян честно рассказал ему обо всем, не упустив ни одной детали. Чутянь действительно чудовищный гений. Лицо Е Уда, иссечённое шрамами, стало зловещим. С помощью древнего массива он победил вас всех. Хотя это не его собственные силы, это доказывает, что он необычный человек. Откуда он это знает, ему нет даже 20. «И что?» — возразил Е Тянлан. В пространстве испытания он победил, потому что воспользовался чужой силой. Я не верю, что он сможет найти древний массив и на центральной государственной арене. Ты не можешь его недооценивать. Ты можешь победить и должен только побеждать. Казалось, что кровожадность Еуда может пробить крышу и достать до самых небес. Конечно, победа — это не главное. Самое главное — это убить его. Иначе наша семья окажется в беде. Победа была обязанностью, но убить Чутяня было гораздо важнее. Е Тянлан посмотрел на лицо отца, и его сердце замерло. Я должен справиться с этой миссией. Следуй за мной. Еуда привел Е Тянлана в тайную комнату, куда Е Тянлан прежде никогда не заходил. В центре тайной комнаты располагался кровавый алтарь, испускающий древнюю ауру. Именно это тебе завещал великий старейшина семьи Е. Именно это тебе оставил дедушка. Е Тянлан был поражен до глубины души. Великий старейшина был предыдущим главой семьи, и когда эта роль взял на себя Еуда, он покинул семью, чтобы стать удаленным великим старейшиной. Великий старейшина семьи Е покинул центральное государство и отправился в другие города, чтобы искать там выгоду для своей семьи.
Прежде чем дать тебе это, нам нужно немного умножить твои силы. Еуда серьезно посмотрел ему в глаза. Но раз это произошло, нам придется воспользоваться им сейчас. Е Тянлан задал вопрос. Что это за алтарь? Это духовный источник предка семьи Е, запечатанный в алтаре. Открыть его имеет право лишь глава семьи. В чудовищной волчьей трансформации ты достиг царства большого успеха, а эта сила доведет твою технику до царства совершенства. Еще ты освоишь несколько тайных искусств семьи. На лице Е Тянлана проступили волнение и шок. У семьи Е была такая отличная вещь. Если бы у Е Тянлана была эта сила, он превзошел бы даже Чу Син Хэ с его древним наследием. Еуда сказал: «Сейчас мы откроем алтарь». Запомни, семья Е не терпит песчинки в глазу. Ты уже принес в семью Е позор, и если не сможешь это исправить, то семья Е больше никогда не будет тебя поддерживать. По спине Е Тянлана пробежал холодок. Да. Начнем. Еуда, полный опасений, подошел к алтарю. Он медленно положил руки на алтарь, и на волю вырвалась древняя аура. Е Тянлан ощутил внутри себя неведомую силу. У него перед глазами появились несколько иллюзорных фигур, которые культивировали чудовищную волчью трансформацию. Хотя Е Тянлан не мог рассмотреть их, он ощущал, что от них исходит аура его родословной. Верно, это был предок семьи Е. Странные ощущения вместе с боевыми искусствами проникли в разум Е Тянлана, и его голову раскололо головной болью, отчего он чуть не упал. Но он подумал о позоре Чутеня, и в нем поднялся боевой дух. Он терпел, стиснув зубы. Еуда стоял сбоку и кивал. Ненависть заставляет человека развиваться. После этого Е Тянлан определенно станет сильнее. Третье поколение семьи Е затмит всех. Семья Ло. Ло Лянчен сидел на трое, с обеих сторон стояли несколько старейшин. Ло Сян Лун, стоящий у трона на коленях, сложил ладони. Атмосфера была такой серьезной, словно они проводили церемонию. Ло Лянчен сидел на троне без движения, напоминая статую. «Сян Лун, ты понимаешь, на что должен пойти ради этого сражения?» «Я клянусь, что убью Чутеня. Ради чести семьи Ло». «Хорошо, что понимаешь», — холодно произнес Ло Лянчен. Чутянь нарушил баланс сил в центральном городе. Из-за сотрудничества с семьей Юнь и заступничества маркиза Божественного Ветра он может стать серьезным претендентом на наш авторитет. Центральное государство охватит хаос, если он останется в живых. Ло Сян Лун уверенно сказал: «Будь уверен, отец. У Чутеня посредственные навыки, и на этот раз он точно погибнет». «Хорошо, что ты уверен. Но ты не должен его недооценивать». Е Тянлан недооценил его, поэтому в тот день, когда он в городе Южного Неба пытался убить Чутеня, он потерпел поражение. Сказал Ло Лянчен и махнул рукой. «Принесите». В центр главного зала вышел старейшина, который держал в руках шкатулку. С серьезным лицом он произнес: «Надеемся, что это поможет молодому мастеру». Это Ло Сян Лун тут же открыл шкатулку. Зал стал наполняться яростной аурой, раздался рев дракона и рык тигра. У всех екнуло в груди. Их напугала могущественная аура. В шкатулке лежала пара золотых оков. Они светились и испускали угрожающую ауру. Ло Сян Лун удивленно произнес: «Оковы 9 львов и тигров». Ло Сян Лун видел их впервые. Это было одно из ценнейших сокровищ семьи Ло. Вместе с культивационной техникой двойная фаза льва и тигра они придавали владельцу силу 9 львов и 9 тигров, которая сметала все сопротивления, пробивала все защитные барьеры. Это было самое драгоценное оружие великого старейшины, но когда великий старейшина покинул семью Ло, он оставил оковы здесь. Оковы 9 львов и тигров — оружие высшего класса. Они не уступают мечу Божественного Ветра, что принадлежит маркизу Божественного Ветра, с серьезным лицом произнес Ло Лянчен. Если не ошибаюсь, Чутянь вооружен адским мечом, духовным оружием. Однако адский меч слишком долго лежал без дела. Им снова пользуются, но он еще не восстановился, поэтому этих оков хватит, чтобы справиться с его силой. Ло Сян Лун был и приятно удивлен, и немного подавлен. Нужно ли идти на такое, чтобы убить муравья? Не задавай лишних вопросов, просто бери и пользуйся. Это сражение нужно выиграть, понимаешь? Понимаю. Ло Сян Лун обеими руками сжал шкатулку. Доклад главе семьи. В этот миг в главный зал зашел старейшина. Прибыл господин мэр. Можешь идти обратно. Ло Лянчен посмотрел на Ло Сян Луна, сверкнув глазами. Когда Ло Сян Лун ушел, Ло Лянчен встал и произнес: «Пусть мэр заходит». Глава 193. Приготовление. Мэр Фэн Юнь Лун, пришедший в одиночку, без помощников, следовал за старейшиной семьи Ло.
Его лицо было куда мрачнее, чем раньше, и выглядел он так, словно за последние несколько дней постарел на несколько лет. Его глаза горели холодным светом, словно он ждал момента отмщения. Фэн Цин Юнь пострадал от тяжелого ранения мечом, и ему понадобится не меньше 1-2 лет, чтобы восстановиться, однако последствия все равно останутся. Его талант сильно пострадает, и он будет обречен на проигрыш этой хрупкой Фэн Цайды. Чтобы повысить статус семьи и собственное положение, Фэн Юнь Лун несколько лет ждал шанса воспитать могущественного наследника. Кто мог подумать, что все пойдет прахом? Его переполняла ненависть. «Пожалуйста, господин мэр, умерь свою скорбь», в глубине души Ло Лян-Чен неистово радовался. Он надеялся, что ситуация поможет ему воспользоваться властью мэра. «Пожалуйста, садись. Не надо, просто я хочу узнать, что ты подготовил». Естественно, Фэн Юнь Лун знал о сражении. Судя по его простой одежде, он оказался здесь именно по этой причине. Чутянь так высокомерен, но мои родственники все равно его поддерживают. Это зашло слишком далеко, и я уже не могу смотреть на это сквозь пальцы. Если ты воспользуешься этой возможностью, чтобы разобраться с Чутянем, ты вырастешь в моих глазах. О чем речь? Семья Ло и дворец мэра связаны, поэтому ваш враг — наш враг. Ло Лян-Чен продемонстрировал уверенную улыбку. Пожалуйста, мэр, будь уверен, Сян Лун далеко не слаб. Более того, подаренные оковы 9 львов и тигров удвоят его силу, так что не стоит беспокоиться. Мэр удовлетворенно кивнул. Не стоит беспокоиться. Но этого недостаточно. Нужно сделать запасные приготовления, потому что проиграть это сражение мы не можем. Уничтожение Чутяня гарантировано. Но даже если шанс провала 0,01%, нам нужно кое-что подготовить. Даже если мы проиграем, мы все же должны гарантировать смерть Чутяня, но Ло Лян-Чен на миг замолчал. Чутянь располагает защитой маркиза Божественного Ветра, а рядом с ним есть Чэнь Бин Юй и Юнь Тянь-Хэ. Сила 3 семей может лишь мешать им, но 3 семьи не могут одержать верх. Поэтому для достижения цели нам понадобятся внешние силы. Хочешь сказать, если у нас недостаточно сил, мы можем их на время позаимствовать, тихо произнес Ло Лян-Чен. Мы можем сообщить всем, что Чутянь получил скрытое сокровище, и когда новость дойдет до определенных людей, внешние силы, конечно же, вмешаются. Мы, коренные жители центрального государства, должны уважать маркиза Божественного Ветра, но это не относится к другим государствам и имперским городам. У Фэн Юнь Луна загорелись глаза. Звучало это очень логично, но времени было мало, поэтому надо было поторопиться. Оставьте это мне. С моей помощью мы легко разберемся с этим надменным мальчишкой. Когда тайное обсуждение подошло к концу, мэр ушел. Ло Лян-Чен рассмеялся. Ах, Чутянь, Чутянь. Твоему таланту действительно остается лишь завидовать, но ты пока слишком молод. 4 великих семьи веками сражаются за центральное государство. Ты хоть можешь представить, на что мы готовы пойти? Высокое дерево в лесу привлекает порывы ветра. Быть слишком выдающимся не очень-то хорошо. Такой высокомерный человек долго не проживет. Пока в центральном городе бурлил хаос, центр этой бури, Чутянь даже не беспокоился. Чутянь даже не отправился к семье Юнь. День он провел с молодыми мисс и Ин, работая над магнитными звуковыми вышками и покупкой нескольких заводов для производства консервов. Он даже успел помочь Ин, улучшив рецепт консервов. У молодой мисс был ряд ослепительных планов, которые позволят торговому чуду начать продажу товаров в центральном государстве. Энергетические лампы, таблетки, талисманы, фонографы, радиоприемники — все готовилось к предзаказу. Центральное государство. Это был рынок с огромным потенциалом, который теперь упал в объятия торгового чуда. Чутяню нужно было много денег. Несмотря на то, что в центральной государственной башне он получил земляной плод, без сопутствующих лекарств он не мог создать таблетку святого класса. Чутяню требовалось много материалов. Чтобы создать таблетку святого класса, нужны были материалы наполовину святого класса. Их не могла предоставить даже семья Юнь, поэтому оставалось лишь купить их на собственные деньги. Расходы превзошли ожидания. У них были Наньгун Юнь, Линь Му, Фан Хань и остальные, и все постоянно тренировались. Чтобы расширяться в центральном городе, им нужно было больше лекарств. Они надеялись, что денег, заработанных торговым чудом, будет достаточно, чтобы удовлетворить их потребности. Из-за сражения Чутяня с молодым мастером Небесного Волка и молодым мастером Дракона-Тигра все крупные семьи были увлечены грядущим поединком. На торговое чудо никто не обращал внимания, что позволяло им плавно набрать сил. Верно, верно. Именно здесь. Установите радиовышку прямо здесь. Чутянь был занят, он отдавал приказы рабочим, которые устанавливали на площади радиовышку. Во всех оживленных местах центрального города, в гостиницах, барах и других, устанавливались громкоговорители.
Бой не на жизнь, а на смерть. Чутянь не готовился к сражению, точнее, дурачил всех, а они не могли в это поверить. Юнь Тяньхэ был старым, но каждый день следовал за молодым мастером. Семья Юнь поставила на Чутяня все, они даже посмели выступить против 3 великих семей. Если с Чутянем что-то случится, семья Юнь пострадает, предок. Нам правда нужно воззвать к предку, дай нам хоть что-то, потому что нам нужна хотя бы крупица надежды. Юнь Тяньхэ достал все, о чем попросил Чутянь. Но все равно считал сражение заранее проигранным, не говоря уже о том, что оно будет через 3 дня. Семья Ло и семья Е не могли сидеть сложа руки. У 2 семей было довольно много скрытых сил. Было очевидно, что у Е Тянлана и Ло Сянлуна больше тузов в рукаве. Казалось, что у Чутяня нет шансов. Подъехал экипаж, запряженный животными, и Мэн Цину спросила, сколько громкоговорителей вы установили. Мэн Ин посчитала на пальцах и сказала, не слишком много, но и не слишком мало. В общей сложности 62, мы охватили все основные районы центрального города. Нужно ли устанавливать еще больше? Да. Как минимум еще 20. Торжественно сказал Чутянь. Не смотрите на эту идею свысока. Пока все идет гладко, мы будем получать прибыль. Хорошо. Мэн Ин следовала всему, что говорил Чутянь. Она медленно направилась дальше. Она не волновалась за Чутяня, на что рассчитывал молодой мастер бродячего пса. И что с того, что к нему присоединился молодой мастер рыжего кота? Как кот и пес могут сражаться с Чутянем? Разве Чутянь когда-нибудь проигрывал? Мэн Ин чувствовала себя странно. Этот седобородый старик следил за тем, что делает Чутянь. Неважно. Она сделает то, что должна сделать. Юная госпожа Мэн. К Мэн Цин поспешно подошел Юнь Тяньхэ и с надеждой спросил. До сражения остался лишь день, а я вижу, что вы ни капли не волнуетесь. Ты уверена, что Чутянь не проиграет? У него есть особый план. Нахмурив брови, Мэн Цину покачала головой и, горько улыбнувшись, ответила. Я тоже не знаю, Юнь Тяньхэ чуть не упал. Мэн Цину была такой осмотрительной, она была очень близка с Чутянем, и даже если она ничего не знала, на что оставалось надеяться. Сестры, вы совсем не беспокоитесь. Это вопрос жизни и смерти. Юнь Тяньхэ едва не сошел с ума. Скажите Чутяню, что он должен подготовиться. Мэн Цин была весьма озадачена. Хоть она и не понимала, что происходит, она не беспокоилась. Невозможно. Я слепо верю в Чутяня, как и девочка Ин. Мэн Цину не хотела быть одержимой Чутянем, как ее младшая сестра. Выслушав совет старейшины Юнь, она отправилась поговорить с Чутянем. Чутянь неловко улыбнулся. Всего день? Хорошо, раз так, я подготовлюсь. Ин, ты должна выполнить задание, которое я тебе дал. Мэн Ин с улыбкой отозвалась. Нет проблем. Можешь просто избить пса и кота, а остальное доверь мне. Она хочет сказать, что это будет легко. Вернувшись в штаб-квартиру, Чутянь вошел в лабораторию. Лаборатория располагалась под землей. В конце концов, ему действительно стоило поблагодарить старейшину Юня. Если бы не его помощь, Чутянь не получил бы такой отличной среды для экспериментов. В лаборатории было установлено 18 больших бочек, каждая деревянная бочка в высоту достигала 6 футов, и в ней легко мог поместиться человек. Каждая бочка была наполнена алой звериной кровью, поверхность бочек была покрыта рунами, которые образовывали большой массив. Выглядели они очень зловеще. В центре лаборатории, охраняя ее, сидела женщина в черном. Это была никто иная, как ледяная королева Чэнь Бин Юй. Почти готово. Улыбнулся ей Чутянь. Большое спасибо, вице-директор Чэнь, что помогаешь мне, охраняя это место. Чэнь Бин Юй встала, не решаясь заговорить. Чутянь вытащил свиток. Чтобы устранить недостатки твоей старой культивационной техники и несколько оптимизировать ее, я воспользовался древней культивационной техникой, найденной в Центральной государственной башне, и теперь она готова. Взгляни-ка. Если чего-то не поймешь, не стесняйся спрашивать. Взволнованно взяв свиток, Чэнь Бин Юй осмотрела его. Ее глаза тут же загорелись, и в ее взгляде появились дикое счастье и неверие. Она дышала полной грудью, и грудь чуть ли не вырывалась из одежды. Чутянь присмотрелся. У нее было неплохое тело. Мне нужно продолжить эксперименты. Ты можешь уйти, если у тебя нет вопросов. Да, да. Чэнь Бин Юй, похожая на ребенка, получившего подарок, со счастливым лицом пошла к выходу. У двери она внезапно остановилась. Еще что-то. Спасибо. Сказав это, Чэнь Бин Юй быстро выбежала. Улыбка Чутяня была немного мрачной. Несколько нюансов культивационной техники были такими, что Чэнь Бин Юй должна была о них спросить.
Всякий раз, когда она задавала вопросы, она еще сильнее оказывалась в его ловушке. Отлично. Посмотрим на результат. Открыл Чутянь деревянную бочку. Если бы здесь был кто-то еще, он бы был потрясен. Бочка была наполнена странным раствором, который кипел. В нем очищался человек, точнее, труп. Труп, лежащий в бочке, был покрыт черным мехом. Это был черный солдат-труп, сила которого равнялась силе культиватора пробужденной души. Чутянь осторожно позвонил в колокольчик. Труп Инь, погруженный в раствор, вдруг открыл глаза, сияющие зеленым. По лаборатории медленно расползлась сильная аура трупа. Очистка завершена. Взяв стакан, Чутянь поместил туда несколько кроваво-красных таблеток. Это были таблетки из кровавого бассейна владыки культа небесного демона, каждая из которых содержала кровь и жизненную эссенцию тысячи культиваторов. Ими мог пользоваться человек, не практикующий демоническое искусство. Таблетки могли восстанавливать жизненную эссенцию и повышать уровень культивации, но процесс был слишком вредным, поэтому Чутянь не хотел переживать это сам. Наконец он нашел таблеткам применение. Таблетки растворялись. Стакан наполнился жизненной эссенцией, послышался запах крови. Чутянь достал из кармана баночку и осторожно открыл ее. Затем капнул в стакан 2 капли жидкости. Божественная кровь. Трудно было представить, сколько в божественной крови содержалось энергии, и всего 1 капля окрасила раствор в стакане в золотистый. Разделив раствор на 18 порций, Чутянь налил его в каждую бочку. В воспоминаниях духовного бога была техника очищения трупов. «Надеюсь, это сработает», — пробормотал Чутянь, «иначе я зря потрачу драгоценные 2 капли божественной крови». Насколько ценной была божественная кровь, изучив память, полученную от духовного бога, Чутянь не смог ее расшифровать, но несколько вещей все же обнаружил. Например, технику очищения трупов. Если ему действительно удастся усовершенствовать трупы Ин с помощью божественной крови, 18 трупов станут машинами для убийства и весьма пригодятся Чутяню. Когда все было сделано, Чутянь начал готовиться. От сражения с 2 молодыми мастерами Чутяня отделял всего 1 день, а он был не настолько самоуверенным, чтобы не готовиться вообще. Все-таки эти 2 были достаточно сильными. Последние 2 дня он закупал всевозможные материалы, и казалось, что он не готовится. Это поведение заставило семью Е и семью Ло расслабиться. Хоть он и не мог создать таблетку святого класса, он мог создать кое-какие другие таблетки. Чутянь собирался создать таблетки восхождения. Они могли укрепить его культивационный фундамент и восстанавливать его духовную энергию во время боя, продолжающегося целый день. Когда эффект сходил на нет, побочных эффектов не следовало. Вот почему эти таблетки были настолько дорогими. С помощью этой таблетки Чутянь мог временно достичь пика 3-го уровня пробужденной души. Хотя это сокращало небольшой разрыв, этого было достаточно, чтобы Чутянь был уверен в победе. Глава 194. Прямая трансляция. Приближалось время сражения между Чутянем, молодым мастером Небесного Волка и молодым мастером Дракона-Тигра. Еще 3 дня назад эта новость всколыхнула центральный город. Она дошла даже до нескольких близлежащих городов, и кровь некоторых культиваторов и торговцев так вскипела, что они без колебаний отправились в столицу. Они хотели стать свидетелями этого знаменательного сражения, которое могло изменить ход истории центрального города. Главный стадион центрального города был заполнен человеческим морем, которое превышало численность жителей вдвое. Люди волновались, и это зрелище было великолепным. Вперед, идол! Среди зрителей была команда простой молодежи. Держа в руках большой флаг, они выкрикивали один и тот же лозунг. «Да здравствует общество небес!» Лидером был обычный юноша по имени Линь Фань, а рядом с ним сидела молодая девушка по имени Линь Сюань. Верно, это были брат и сестра Линь из города Южного Неба. Брат и сестра Линь создали общество небес. На момент создания в нем было лишь 6 человек, но теперь их число достигло 60-70. Все были молодыми, всем было 20 или меньше 20. Они были фанатичными поклонниками Чутяня. Большинство были детьми бедных семей, можно было встретить и сирот, и бродяг. Но цель у всех была одна — следовать по стопам Чутяня. Чутянь стал для них примером, за которым нужно стремиться. Линь Фань был уже на 8-м уровне совершенного тела, а Линь Сюань достигла 7-го уровня совершенного тела. Они готовились создать общество небес и в центральном городе, а потом присоединиться к торговому чуду. Подобного они не ожидали. Известие о том, что Чутянь бросил вызов 2 молодым мастерам, дошло и до них. Узнав об этом повороте событий, брат и сестра Линь вместе с некоторыми членами Общества Небес без колебаний помчались в центральный город. Они пришли утром, до начала поединка, и оказались первыми. Им посчастливилось приехать вовремя,
Какими были 4 молодых мастера центрального государства? Для молодежи центрального государства они были образцом для подражания. Когда Линь Фань и Линь Сюань жили в городе Южного неба, они слышали о 4 молодых мастерах всевозможные легенды. А теперь с ними собирался сразиться их кумир. Каким же будет результат? Это было долгожданное событие. Несмотря на то, что Линь Фань и Линь Сюань поклонялись Чутяню, они не могли не признать, что сражение будет жестоким, неважно, насколько злыми и жесткими были 4 молодых мастера, они были самыми выдающимися представителями молодого поколения центрального города. Они были гордостью 4 великих семей и даже центрального города. Чутянь, взявшийся из ниоткуда, достигший царства пустой души, одолел 3 молодых мастеров, 4 молодых мастера, обладающие огромной мощью и престижем, серьезно пострадали от Чутяня. Как только Чутянь покинул пространство испытания, он совершил очередной надменный поступок. Вызвал на бой 2 молодых мастеров одновременно. Этот беспрецедентный поступок заставляли центральный город кипеть. Неважно, каким будет результат сражения, Чутянь в любом случае обретет такой же престиж, как и 4 молодых мастера. Он станет редким гением центрального государства, перед которым будут преклоняться тысячи людей, конечно, если Чутянь не умрет. Черт возьми, почему людей так много? Юнь Ся потрясенно осматривал человеческое море. Даже окрестности стадиона были наводнены толпой. Сражение их даже не интересует. Они здесь лишь для того, чтобы присоединиться к хаосу. Юнь Я тоже нахмурила брови. Где вторая госпожа из семьи Мэн? Разве не она пригласила нас сюда? Юнь Ся посмотрел в толпу, и его глаза вдруг распахнулись. Указав на самое заметное место, он произнес: «Смотри, они там». И старшая тоже. Почему они были на высшей ступени? Что происходит? Сегодня Мэн Ин была одета во все новое. Зеленая рубашка и шорты, скрывающиеся под длинным белым плащом. Из-под него же виднелись белоснежные ноги, а на плечи не спадали прекрасные длинные волосы. Она выглядела как эльф, и некоторых это повергало в оцепенение. Мэн Ин ребячески хихикнула. «Наконец-то вы здесь. Проходите, садитесь. Проходите». Рядом с ней сидели девушка в черной мантии, девушка в белой мантии и старик в белом. Девушкой в красной мантии были Наньгун Юнь, девушку в черном звали Чэнь Бин Юй, а старик в белом оказался, конечно же, Юнь Тянь Хэ. Эти люди, сидевшие на самых лучших местах, притягивали бесчисленные взгляды. Юнь Ся немного смутился. «Старшая, почему ты здесь?» Волнуясь и предвкушая, Наньгун Юнь произнесла: «Да что ты понимаешь? Мы ведем прямую трансляцию». Прямую трансляцию? Что такое прямая трансляция? Видимо, Наньгун Юнь уже не могла ждать. «Ин, ты уже приготовила?» Босс беспокоится о многих других вопросах, но сейчас ты не должна ничего испортить. Сильно потея, Мэн Ин пробормотала: «Дело сделано, не надо спешить». Все смотрели на устройство, которого раньше не видели. Это были несколько кристальных вышек по несколько метров в высоту, в каждую из которых была вмонтирована духовная энергетическая батарея. Мэн Ин достала несколько кристальных струн и раздала их людям, что сидели рядом. «Готово». Наньгун Юнь произнесла: «Проверь, все ли работает». Скрипя сердце, Мэн Ин сказала в черный кристалл: «Эй, эй, эй, эй». Отразилось от стадиона эхо. Оно прозвучало не только на стадионе, но и на центральной государственной площади, на центральных улицах государства, во многих оживленных местах. Их радиоприемников, которые только недавно купили с прилавков, раздался отчетливый голос Мэн Ин. Все были поражены. Что это за волшебство? Звуковой сигнал достиг всех окрестных районов. Наньгун Юнь взволнованно вскочила: «Боже мой! Им так просто пользоваться!» Мэн Ин радостно кивнула. «Конечно, это же изобретение Чутяня. Добрый день всем!» Ее голос был предельно громким. Вытащив лист бумаги, она стала читать: «Я, Мэн Ин из торгового чуда, и я буду транслировать сражение в прямом эфире. Трансляция организована торговым чудом и Тянь Чэнь Коммерс. Хотите, лежа в постели, слушать прекрасную музыку? Хотите, находясь дома, слушать учебную программу зала Цилинь? Это возможно. С нашими радиоприемниками ваша жизнь резко изменится. Над центральным государственным стадионом повисла тишина, зрители замерли на ступенях, наемники в тавернах перестали пить, игроки бросили игру, даже посетители борделей забыли о том, чем были заняты, несколько сотен тысяч жителей центрального города были потрясены до глубины души. Это же волшебство. Что такое радиоприемник? Это изобретение торгового чуда. Хорошо. Вернемся к главной теме. Кто же сильнее, Чутянь или бродячий пес с рыжим котом? То есть молодой мастер Небесного Волка и молодой мастер Дракона-Тигра.
Сегодня с нами уважаемые гости, вице-директор Центральной государственной академии по образовательным вопросам, почтенный господин Юнь Тяньхэ, вице-директор Центральной государственной академии по внешним вопросам, старший Чэнь Бин Юй, менеджер зала Цилинь, Наньгун Юнь и одна из молодых мастеров, молодой мастер фиолетовой молнии Юнь Я. Прежде чем начнется сражение, давайте случайно выслушаем их мнение. Дочитав сценарий, Мэн Ин утерла со лба пот и передала микрофон Чэнь Бин Юй, что сидела рядом с ней. Чэнь Бин Юй была ошеломлена. Общение с людьми давалось ей тяжело, она даже не могла ничего сказать. Она не знала, что происходит, но она нервничала, не смея вымолвить ни слова. Мэн Ин подмигнула ей. Взмахнув рукой, она прошептала: «Слушает весь город. Ты должна проявить уважение и что-нибудь сказать». Похоже, вице-директор Чэнь немного нервничает, выручил ее Наньгун Юнь, забрав микрофон. «Я, Наньгун Юнь из торгового чуда и менеджер зала Цилинь. Спросим сначала мнение вице-директора Юнь, что мне сказать?» И Юнь Тяньхэ, не успевший увернуться, покраснел. Наньгун Юнь вложила ему в руку микрофон. Юнь Тяньхэ был ученым, он регулярно читал лекции, поэтому не так уж и нервничал. Хотя он немного беспокоился, прочистив горло, он произнес: «К победе должны были готовиться обе стороны. Я не смею ничего предсказывать. Давайте посмотрим, что случится, и уже потом вынесем суждение». Старческий голос Юнь Тяньхэ разнесся по всему городу, и весь город взволнованно закричал. Это был голос Юнь Тяньхэ, слишком потрясающий, глава семьи Юнь и человек, стоящий за сектой Юнь. Увидеть Юнь Тяньхэ было невероятно трудно, как и услышать его голос. Лица Ло Лянчена и Еуда стали холодными. Разве это сражение не было знаменательным? Чутянь из торгового чуда считал его игрой. Они даже посмели вставить рекламное объявление. Они явно смотрели на них свысока, все это явно спланировал Чутянь, об этом можно было даже не упоминать. Тот факт, что он сделал нечто подобное, говорил, что сражение его ничуть не волновало. Единственная ценность двух семей заключалась для него в бесплатной рекламе. Глаза Еуда были полны гнева, он чуть не сломал перила, глаза Ло Лянчена горели, словно факелы, он еще не знает, что скоро умрет. Прямая трансляция. Отлично. Веди свою прямую трансляцию. Пусть твою жалкую смерть видит весь центральный город, стоит лишь начаться сражению, несколько раз раздался колокольный звон. Они идут. Они идут. Взволнованно закричала Мэн Ин, схватив микрофон. Через главный вход арены проходит душа торгового чуда. Верно, именно он создал бесчисленные чудеса, создал колоссальную прибыль компании. Красивый юноша с тысячами фанатов, смело бросающий силам зла вызов, Чутянь. Оу, отвратительно, что это такое? Мэн Ин чуть не вырвала, самовлюбленный Чутянь описал себя таким образом. «Через главный вход на арену проходит», — сказала Мэн Ин, пропустив большую часть похвал Чутяня. Затем тон ее изменился, и она с крайним презрением произнесла: «Два злых человека, которые совсем не производят хорошего впечатления». Верно. Те, кто проиграли и не усвоили урок. Молодой мастер Небесного Волка Е Тян Лан и молодой мастер Дракона-Тигра Ло Сян Лун. Могут ли они победить? Думаю, это будет сложно. Все рассмеялись. Раз торговое чудо оскорбило двух молодых мастеров, то оно не боялось оскорблять вообще никого. Смертельное сражение превратилось в развлекательное мероприятие торгового чуда. О жизни и смерти даже речи не шло, но это лишь привлекло к Чутяню всеобщее внимание. Многие смотрели на него свысока. Он уже побеждал 4 молодых мастеров, но тогда он опирался на внешние силы. На этот раз ему придется полагаться лишь на себя. Неужели он все равно сможет победить? Придется подождать и посмотреть. Глава 195. Неистовое противостояние. Временная радиостанция, которую создали Мэн Ин и Наньгун Юнь, беспрерывно говорила. Их голоса доносились до различных населенных пунктов центрального города. После сражения радио торгового чуда явно испытает взрыв популярности. Мэн Цин подготовила все. Она купила несколько популярных семей, наняв поэтов и музыкантов. Как только радио покинут прилавки, торговое чудо станет медиакомпанией и улучшить качество жизни каждого человека. Люди, прикованные к дому, смогут узнавать обо всем, что происходит в центральном городе, слушать музыку и различные истории. Когда торговое чудо настроит радиостанции, люди смогут выбирать, что же слушать. Они даже смогут слушать уроки зала Цилинь. Ведь торговому чуду было сложновато покупать материалы. Это было даже опасное вложение средств. Однако Мэн Цину считала, что когда торговое чудо станет сердцем центрального города, золото хлынет рекой, и им не придется беспокоиться о деньгах. Естественно, все зависело от этого сражения. Мэн Цину не сидела на самой высокой ступени, а стояла у самой арены.
На ней был плащ с большим капюшоном. Хотя одежда была обычной, худые длинные ноги придавали ей вид журавля среди цыплят. Вокруг нее стояло 8 телохранителей, 8 человек в черном. Люди бессознательно расступились, освободив ей место. Люди в черном не спускали никакой ауры или кровожадности, но все ощущали странное давление, которое будило в них страх. Она горящими глазами смотрела из-под капюшона на арену и крепко сжимала руки. Чутянь. Ты не можешь проиграть. Дело было не в том, что она не верила в Чутяня. Когда Мэн Цин ощутила ауру молодого мастера Небесного Волка и молодого мастера Дракона-Тигра, у нее замерло сердце. Они оказались сильнее, чем она думала. Неужели это сила царства прославленной души? Они испускали такое сильное давление, даже не призывая духовные источники, Чутянь стоял в одном из углов арены. Он наблюдал за ними, и на волю медленно вырывалась жажда убийства. Все затаили дыхание. Все ясно понимали, что смертельная битва вот-вот начнется, разве толпа могла не нервничать? Это сражение изменит порядки центрального города. Я думал, что ты воспользуешься шансом и сбежишь из центрального города, но никогда не думал, что ты согласишься сражаться. Уверенно сверкнул глазами монструозный волк Е Тянлан. Он задал вопрос: ты решил, как хочешь умереть? Ах, я не видел молодого мастера бродячего пса всего несколько дней, а он уже кажется совсем другим человеком. Кажется, ты стал немного сильнее, но давай посмотрим, как ты изменился. Высокомерно взглянув на него, Чутянь искривил губы в насмешливой улыбке. А я совсем не думал, как хочу умереть. Что ты можешь предложить, молодой мастер бродячего пса? Отлично. Е Тянлан уверенно вышел в центр арены, а потом сказал Ло Сянлуну, который стоял в стороне. Брат Ло, сейчас ты должен просто наблюдать. Мы с тобой носим один и тот же титул, поэтому если мы нападем на мелкую рыбешку одновременно, это опозорит нашу честь, хорошо. Ло Сянлун решил, что звучит это разумно. Скрестив руки на груди, он показал блестящие золотистые оковы. Посмотрю, какой план у молодого мастера Е. Чудовищные волчьи глаза Е Тянлана вспыхнули жестокостью. Облизнув губы, он рассмеялся: «Я разорву тебя на куски. Такая смерть тебя устраивает». Его духовная энергия вырвалась наружу вместе с дикой силой. Воздух вокруг них задрожал и наполнился волчьим воем. Появился демонический волк с драконьими крыльями. Волк оказался огромным, Е Тянлан полностью исчез в нем. Е Тянлан превратился в огромного волка. Возник холодный озноб, возникла аура древнего зверя, всем было тяжело дышать, арена покрылась сильным давлением, прекрасное лицо Мэн Ин побледнело. Она представить не могла, что Е Тянлан окажется таким сильным. Началось. Началось. Закричала в микрофон Наньгун Юнь, заметив шок Мэн Ин. Молодой мастер бродячего пса призвал духовный источник знаменитого демонического пламенного волка. На спине у него драконьи крылья, его тело покрывает пламя, трудно сказать, сколько в нем энергии. После слияния с духовным источником аура Е Тянлана немного изменилась, и теперь трудно понять, где волк, а где человек. Юнь Ся выкрикнул: «Это чудовищная волчья трансформация, техника семьи Е». Призвав духовный источник, человек скрывает в нем свое тело и сливается с волком воедино, что увеличивает его силу до бесконечности. Он хочет закончить сражение за один ход? Чэнь Бин Юй и Юнь Тяньхэ нахмурили брови. Когда чудовищная волчья трансформация достигала царства совершенства, человек становился волком, а волк становился человеком, и это отличалось от человека и волка, которые сливались воедино. Е Тянлан уже достиг этого уровня, силы Е Тянлана были невелики, но теперь, когда он достиг царства совершенства, чудовищная волчья трансформация превысила его мощь. Ха! Жестокий демонический волк достигал в высоту 3 метров, а в длину — 5-6 метров. Его тело покрывало черное демоническое пламя. Хотя он был создан из энергии, он ничем не отличался от живого существа. Огромный волк ударил по земле лапой. Земля треснула, в ней остался выжженный отпечаток. Как насчет этого? Царство совершенства и чудовищная волчья трансформация. На месте глаз Е Тянлана были свирепые волчьи глаза. Многих напугало то, что волк может говорить: «Я дам тебе испытать мощь тайных искусств семьи Е». Внезапная атака демонического пламени. Он сделал шаг, и земля затрещала, демонический волк, охваченный пламенем, рванулся к Чутяню, словно стрела. Эта атака была слишком мощной. Ее не могли блокировать даже культиваторы пробужденной души, они не могли справиться с такой аурой. Демонический волк взмахнул драконьими крыльями, и во все стороны полетел демонический огонь. Е Тянлан превратился в демонического волка и бросился в атаку. Крикнула Наньгун Юнь. Чтобы отрезать Чутяню путь к отступлению, он разбросал демонический огонь.
Земля покрылась демоническим огнем, а демонический волк взмыл в небо. Рассекающий коготь демонического волка. Пугающий коготь устремился прямо к Чутяню. Он начал с такой мощной атаки, просто невероятно. Он действительно заслужил титул молодого мастера. Спокойно активировав глаз разума, Чутянь ясно увидел демоническое пламя. Открыв гиперфокус, он парил, как бабочка. Достав из-за спины адский меч, он призвал свой духовный источник в виде демонического бога. В небо взмыло черно-фиолетовое свечение, которое столкнулось с когтем огромного волка. Адский меч умел поглощать энергию, поэтому быстро поглотил почти все силы когтя. Чутянь взревел: «Сломать!». На меч надавили острые когти, но свет меча не угас, он лишь отталкивал волчьи когти. Мэнин не смогла это описать, потому что все произошло слишком быстро. Внезапно демонический волк, уклоняясь от удара Чутяня, стал в несколько раз меньше. Он взмахнул лапами, намереваясь ударить его в грудь. Какие жалкие способности! Заметил это Чутянь. Он взмахнул мечом, меч рухнул на волчьи лапы. Свет меча ударил в грудь волка и отбросил его в сторону. После третьего удара волк раскололся на две части, а на земле осталась глубокая борозда от меча. Так мощно. Так жестоко. Взволнованно кричала Наньгун Юнь. Благодаря отличному искусству меча, Чутянь расправился с Е Тянланом, 3 ударами разрубив его пополам. Это действительно выходит за рамки. Мэнин выразила сомнения, о которых думали остальные. Неужели Е Тянлан так легко сдался? Волк, расколотый на 2 части, странно улыбнулся, и его тело взорвалось, превратившись в огненные стрелы. Чутянь ясно видел траекторию каждой стрелы и решил отбить их мечом. Но в этот миг Чутяня окружило черное пламя, кажущееся живым, раздался громкий звук. Место, где стоял Чутянь, вдруг взорвалось. В небо взмыло черное пламя, а жар, окутавший арену, заставил зрителей занервничать. Проклятие, Е Тянлан разбросал вокруг Чутяня черное пламя, а потом взорвал его с помощью тайной техники. Негодующе закричала Наньгун Юнь. Он стоял в центре пламени, и увернуться было уже невозможно. Взрыв мгновенно охватил его, все были потрясены, энергии черного пламени было достаточно, чтобы убить любого эксперта прославленной души. Атака Е Тянлана заключалась в том, что сначала он разжег пламя, а потом одним ударом уничтожил Чутяня. Удалось ли ему это сделать, затаив дыхание, слушали не только зрители на арене, но и жители центрального города. Подул ветер, который унес дым прочь. В центре арены зияла дыра, но Чутянь остался совершенно невредим. Его покрывал звездный свет, а адский меч, что он держал в руке, был покрыт холодным льдом. «Я знала, я знала!» Взволнованно воскликнула Мэн Ин. Чутянь применил свою уникальную оборонительную технику «Бессмертное звездное тело». Атака Е Тянлана не оказала никакого эффекта. Наньгун Юнь с облегчением вздохнула. В этой жестокой битве нет победителя, им остается лишь договориться. Напряженные сердца наконец расслабились, зрители не думали, что сражение будет таким накаленным. «Эй, а у тебя есть немного способностей». Е Тянлан возник на прежнем месте, словно и не сходил с него. «Я использовал меньше 30% своих сил, но раз ты смог отбиться, после башни испытания ты стал сильнее. Но это даже хорошо». Если бы сопротивления не было, игра была бы не такой веселой. Чутянь спокойно улыбнулся. Придерживаюсь того же мнения. Что происходит? Не понимала Мэн Ин. Они словно еще не начинали. Это был чудовищный волчий клон. Раздался в городе голос Юнь Тяньхэ. В чудовищной волчьей трансформации Е Тянлан уже достиг царства совершенства, так что он выучил чудовищный волчий клон, технику семьи Е. Е Тянлан не сделал ни шагу. Демонический волк, напавший на Чутяня, был лишь клоном, созданным из духовной энергии. Чэнь Бин Юй добавила, он просто испытывал силы Чутяня. Все изумились. Такая ужасающая и мощная атака оказала ничем иным, как простой проверкой. Чутянь спокойно прошел ее, применив лишь стеклянное тело. Он еще не раскрылся в полную силу. Какая мощь? Достаточно сильная мощь, чтобы люди ощутили отчаяние. Это были самые настоящие чудовища, 3 человека просто стояли на исходных позициях. Если бы не дыра, зияющая в земле, и черное пламя, все решили бы, что увидели лишь иллюзию. Чутянь оказался сильнее, чем они представляли. Естественно, Е Тянлан, известный как один из 4 молодых мастеров, оказался достаточно сильным. Е Тянлан оказался настолько сильным, а Ло Сянлун даже не сделал ход. Сможет ли Чутянь на самом деле остановить их?